Привет, друзья! Сейчас новый обзор новостей Европы. Партия Сары Вагенкнехт окончательно получил отказ от Бундестага в пересчете голосов по прошедшим выборам. Лидер партии говорит о серьезной проблеме и готовит обращение внимания в Конституционный суд, но это может затянуться надолго. Еще новости из Соединенных Штатов Америки. TikTok в Америке меняет владельца. Решение касается крупнейшего рынка мира и ставит точку в многомесячном противостоянии с властями. А в Германии розничный бизнес бьет тревогу, кражи в супермаркетах становятся все более серьезной проблемой, потери достигли сотен тысяч евро, и ситуация влияет на цены для покупателей. В Берлине же на рождественской ярмарке показали человекоподобного робота Optimus от Tesla. Пока непонятно, насколько он автономен, но публика наблюдала за очень необычной демонстрацией. И еще в ЕС пересмотрели сроки отказа от бензиновых и дизельных автомобилей. Новый подход касается будущего всей автомобильной отрасли и повседневной жизни водителей. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии все внимание сосредоточено на политических событиях после последних выборов в федеральный парламент, то есть в Бундестаг. Лидер партии «Союз» Сары Вагенкнехт сделала официальное заявление о подсчете голосов и в очередной раз подчеркнула важность прозрачности избирательного процесса в Германии. А поводом стало, напомню, окончательное решение Бундестага отклонить требования ее партии о пересчете голосов. Напомню, что на выборах партия Вагенкнехт получила чуть меньше 5%, не преодолев проходной барьер. До попадания в Бундестаг не хватило менее 10 тысяч голосов по всей стране. Сара Вагенкнехт заявила, что ошибки при подсчете голосов были, но проверять их отказались те же самые депутаты, которые уже получили мандаты. Она характеризовала происходящее как серьезную политическую проблему и заявила, что ситуация может негативно сказаться на доверии граждан к избирательному процессу. Ситуация также имеет значение для позиции канцлера Фридриха Мерца. Внимание! Если бы партия Вагенкнехт вошла в Бундестаг, баланс сил изменился бы, а правительственная коалиция могла потерять устойчивое большинство. На данный момент председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично не комментировала ситуацию, хотя ранее она неоднократно подчеркивала важность доверия к демократическим процедурам в странах Евросоюза. Теперь партия Сары Вагенкнехт намерена обратиться в Конституционный суд Германии, но этот спор может затянуться еще на месяцы и стать одним из наиболее сложных политических разбирательств. Следующая новость из Соединенных Штатов Америки. После долгих месяцев торговли и политического давления наконец решен судьбоносный вопрос о работе популярной платформы TikTok в Соединенных Штатах. Китайская материнская компания ByteDance подписала соглашение о продаже большей части американского бизнеса TikTok американским и международным инвесторам, чтобы приложение не запретили на крупнейшем рынке мира. Теперь TikTok в Соединенных Штатах Америки будет принадлежать новой компании под названием TikTok USDS. Основными инвесторами станут американские и глобальные фирмы, такие как технологическая компания Oracle, инвестиционная группа Silver Lake и инвестиционная компания из Абу-Даби MGX. Им достанется примерно 45% долей, еще часть уйдет другим международным инвесторам, а ByteDance сохранит около 20% участия. Таким образом, это соглашение стало частью компромисса с американскими властями, которые настаивали на том, чтобы TikTok перестал быть полностью контролируемой китайской компанией. Иначе существовала вероятность полного запрета приложения в США из-за безопасности данных. Новые акционерные составы и американский менеджмент должны обеспечить хранение и защиту данных пользователей в США, а также независимый контроль над рекомендациями контента. Сделка еще не закрыта окончательно, так как подписанные договоры предусматривают, что она вступит в силу 22 января 2026 года. Именно к этому сроку американское подразделение TikTok официально перейдет в подчинение новой структуре. Для Германии и Европы это означает, что приложение продолжит работать во всем мире, включая страны ЕС, а изменения касаются только американского сегмента и связаны с урегулированием длительных разногласий между властями США и Китая. Следующая новость связана с проблемами розничного бизнеса. В Германии заметно усилилась проблема краж в супермаркетах, и представители бизнеса все чаще обращают на это внимание. Руководитель одного из магазинов сети Edeka
прямо заявил, что только его торговая точка теряет из-за воровства около 100 тысяч евро в год. Это не мелочь и не отдельные случаи, речь идет о системной проблеме, которая бьет по всей розничной торговле. По словам менеджеров, воруют все подряд – продукты питания, алкоголь, бытовую химию, косметику. Причем все чаще речь идет не о спонтанных случаях, а о заранее спланированных действиях, когда посетители целенаправленно совершают кражи товаров. Существующие меры контроля, включая камеры и охрану, оказываются недостаточно эффективными. Ритейлеры предупреждают, что эти потери в итоге оплачивают обычные покупатели, магазины вынуждены либо поднимать цены, либо сокращать персонал, либо закрывать убыточные точки. В условиях, когда экономика Германии испытывает сложности, это может оказывать дополнительное влияние на сферу торговли и занятости. Проблема стала предметом обсуждения и на политическом уровне. В бизнесе ждут реакции от канцлера Фридриха Мерца, потому что предприниматели считают, что мягкие наказания и перегруженная система правосудия фактически поощряют это воровство. Таким образом, кражи магазинов в Германии перестали восприниматься как незначительное явление. Это уже фактор, который влияет на цены, занятость и доверие бизнеса к государству. И если ничего не менять, платить за это будут все. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Берлине на рождественской ярмарке, внимание, в торговом центре компания Tesla впервые показала публике своего человекоподобного робота под названием Optimus. На глазах у прохожих робот доставал коробочки с попкорном, наполнял их и вручал покупателям прямо на месте, где выстроилась длинная очередь желающих попробовать популярное угощение от машины будущего. Это стало одной из самых обсуждаемых технологических новостей дня в столице Германии. Пока непонятно, действует ли этот робот полностью автономно или все же управляется операторами на расстоянии, но сам факт, что робот, который может взаимодействовать с людьми и выполнять практические задачи, уже привлекает внимание. Для компании Илона Маска это не просто эффективная демонстрация для нас с вами. Ранее глава Tesla неоднократно говорил, что видит будущее фирмы не только в электромобилях, но и в человекообразных роботах и самоуправляемых транспортных средствах. Он считает, что такие технологии могут стать основой будущей экономики и одним из главных направлений развития компании. Пока Optimus остается скорее экспериментальной технологией, но такие показы дают понять, что Tesla готова идти дальше электротранспорта и инвестировать в робототехнику, которая в перспективе может повлиять и в повседневной жизни людей. А дальше еще есть важная новость. В Европейском Союзе несколько месяцев были сомнения по поводу плана полного отказа от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Не говорил об этом только ленивый. Изначально Европейская комиссия под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен планировала запретить продажу таких машин с 2035 года. Однако текущая ситуация в экономике и автомобильной отрасли показала, что этот курс сталкивается с практическими трудностями, и подход было решено скорректировать. Но давайте посмотрим на реальную ситуацию. Первый факт – это подавляющее большинство автомобилей в мире по-прежнему оснащены обычными двигателями, то есть более 90% автопарка не являются электрическими, и заменить их за одно десятилетие технически невозможно. Второй факт – в Германии спрос на электромобили снижается. После отмены государственных субсидий продажи резко упали, а многие покупатели отложили покупку новых машин из-за высоких цен и неопределенности. Но сейчас эти субсидии продлили в надежде хоть как-то поддержать автопром. Третий момент – это инфраструктура. Количество зарядных станций растет слишком медленно, особенно за пределами крупных городов. Для миллиона водителей электромобиль остается неудобным в повседневной эксплуатации. Четвертый фактор, конечно же, энергосистема. Электромобили требуют стабильного энергоснабжения, при этом Германия и ЕС по-прежнему используют традиционные источники энергии, что усложняет и удорожает процесс перехода. Таким образом, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о необходимости более гибкого подхода, обращая внимание на возможные последствия для автомобильной промышленности и занятости. В Брюсселе после длительных обсуждений смягчили курс и дали возможность сохранить альтернативные технологии наряду с электромобилями.
И здесь мы с вами должны правильно понимать, что сегодня речь идет не об отмене экологических целей, а именно о пересмотре сроков и методов, чтобы избежать ущерба для экономики Германии, Европы, промышленности и нас с вами, потребителей. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.